Привет! Тема «Британская философия» — это третья часть. Джереми Бентам был философом, юристом и социальным реформатором. На сегодняшний день он хорошо известен тем, что положил начало традиции классического утилитаризма в Великобритании. Утилитаризм – это теория нормативной этики, которая утверждает, что поступок является морально правильным тогда и только тогда, когда этот поступок максимизирует счастье или удовольствие. Классический утилитаризм считается гедонистическим, потому что он рассматривает удовольствие как единственное внутреннее благо, а боль как единственное внутреннее зло. Утилитаризм был описан Бентамом как принцип величайшего счастья. Утилитаризм Бентама известен тем, что он утверждает, что для определения правильности или неправильности поступков следует использовать исчисление счастья. Он делал это, измеряя количество боли и удовольствия от различных действий. Джереми Бентам был сторонником свободы слова, отделения церкви от государства, женского равноправия, права на развод, запрещения рабства, запрещения пыток и телесных наказаний, отмены наказания для гомосексуалов, выступал за права животных. Джон Стюарт Милл был философом, социологом, экономистом и политическим деятелем, влиятельным автором социальной теории, политической экономии. Его концепция свободы оправдывала свободу личности, противовес неограниченному государственному контролю. Милл продолжал традицию Бентама продвигать и защищать утилитаризм. Книга Милля «Утилитаризм» представляет собой философскую защиту утилитаризма. Джон Стюарт Милл был защитником свободы слова и противником цензуры. Проявил себя как теоретик демократии, причем не только политической, но и экономической. Джон Стюарт Милл был противником рабства, выступал за права женщин, был первым парламентарием, поднявшим вопрос о женском избирательном праве. Генри Сиджвик был философом и экономистом. Он занимался утилитарной этикой и был первым президентом общества по психическим исследованиям. Был членом метафизического общества и продвигал идеи по высшему образованию для женщин. В философии и экономике был сторонником утилитаризма. Своей целью он видел ответ на вопрос, способна ли этика предложить такую концепцию морали, которую смог бы принять каждый мыслящий индивид. Он выдвигал 3 вида конечных оснований действий индивида. Первый – счастье или удовольствие. Под удовольствием Сиджвик понимал то чувство, которое испытывает индивид, когда получает то, что, по крайней мере, принимается им за желаемое или в случае сравнения за предпочтительное. Второй – совершенство. И третий – долг. Эти различные основания, в свою очередь, определяют 3 основных этических метода: интуитивизм, эгоистический гедонизм и утилитаризм, универсальный гедонизм. Наибольшее развитие в современных обществах получил, по его мнению, эгоистический гедонизм, который опирается только на личное счастье. Сиджвик выделял несколько источников счастья: здоровье, богатство, дружба и семейные связи, известность и социальное положение, власть, интересное и благоприятное окружение и развлечения, в том числе удовлетворение, любви к знаниям. Как область абсолютного идеализма, британский идеализм был философским течением, которое было влиятельным в Великобритании с середины XIX века до начала XX века. Важными представителями были Томас Грин Хилл, Фрэнсис Герберт Брэдли, Бернард Бозанкет, Джон Элис МакТаггарт и другие. 2 британских философа, такие как Джордж Эдвард Мур и Бертран Рассел, изначально придерживались этого философского течения, а затем выступили против него, создав новаторскую аналитическую философию. Британский идеализм в целом был отмечен несколькими широкими тенденциями. Верой в абсолют, единую всеобъемлющую реальность, которая в некотором смысле образует связанную всеобъемлющую систему. Отводом высокого места разуму как способности, с помощью которой постигается структура
абсолюта. И фундаментальное нежелание принимать дихотомию между мыслью и объектом. Британский идеализм находился под влиянием Гегеля, по крайней мере, в общих чертах.